Жила-была на свете женщина. Было у нее 2 дочери, родная Дуня, ленивая и глупая, и падчерица Марьюшка, красивая, умная, да работящая. Не любила мачеха ни родную дочь, а в Дуняшей души не чаяла. Женихи деревенские все к Марьюшке сватались, а Дуню никто замуж брать не хотел. И задумали тогда мачеха с Дуняшей избавиться от падчерицы. Зима на дворе стояла лютая, мороз так и трещит, сугробы по пояс, а мачеха и говорит Марьюшке: «Ступай, лентяйка, в лес, да принеси нам с Дуняшей фиалок полную корзину». «Так ведь зима, матушка», — робко сказала девушка. «И слышать ничего не желаю, ступай и без фиалок домой не возвращайся». Нечего делать, отправилась Марьюшка в лес. Ветер завывает, пурга метет, мороз до костей пробирает. Вдруг видит Маша. Огонек в чаще леса светится. Направилась она прямо к нему. Вышла на полянку, а там у костра люди сидят. Да не просто люди, братья-месяцы. 3 совсем молодые, 3 постарше, еще 3 старики, а 3 последних совсем дряхлые старцы с длинными белыми бородами. «Здравствуйте, люди добрые», — сказала девушка. «Позвольте возле вашего костра погреться». «А чего ж не позволить?» — сказал самый старший, Январ. «Садись, грейся. Да скажи, зачем такую стужу в лес пожаловала?» «За фиалками я пришла. Матушка велели без цветов домой не возвращаться». «Понятна твоя беда. Не найти зимой фиалок. А мы тебя хорошо знаем. Трудолюбивая ты и старательная. Поэтому и помочь рады. Ну-ка, братец Апрель, займи мое место». И сразу, будто в сказке, все вокруг стало меняться. Снег растаял, листочки зазеленели, и на полянке показались фиалки. Маша быстро собрала их в свою корзинку. Минутка, другая, и снова закружила, захороводила метель. «Спасибо вам, братья-месяцы, помогли вы мне, вовек вас не забуду». Стукнул старец Январ посохом о землю. Ветер стих, снег перестал падать, и на небе появилась яркая луна. «Ступай, девица», — сказал Январ, — «а на память о братьях-месяцах вот тебе ларец драгоценный». «Спасибо, дедушка Январ, и вам, братья-месяцы, спасибо. До свидания». Побежала Марьюшка по лунной тропинке, которая привела ее прямо к дому. Открыла мачеха дверь, да так и ахнула. Падчерица вернулась целая и невредимая, с полной корзиной фиалок, да еще с ларцом драгоценной придачу. Рассказала мачеха о том, как встретили в лесу братьев-месяцев. Стала мачеха Дуню в лес собрать, чтобы и то Январ подарков дал. Та жаль стал родную дочь в лес одну отправлять, пошла с ней вместе. Вышли мачеха с дочкой в стужу лютую, да назад так и не воротились. Видно, 12 месяцев только тем помогают, да подарками одаривают, кто добр и не ленив, а злых да ленивых пургою встречают, ветрами и морозами лютыми. А Марьюшка часто в лес ходит, яблоки собирает, пение пить слушает, цветами любуется, братьев месяц вспоминает и приходу каждого радуется. Конец.